Осенью 2021 на фоне подготовки Кремля к нападению на Украину «Газпром» стал понемногу снижать экспорт газа в Европу. Цены пошли вверх. С февраля 2022 подорожание заметно ускорилось. Летом бадание с ЕС из-за санкций привело к очередному резкому сокращению поставок, а затем к взрыву нефтепровода Nord Stream. Европа потеряла порядка 90% российского трубопроводного газа, на который в 2021 году приходилось свыше 40% импорта. Цена на газовом хабе Роттердама взмыла до 309 евро за мегаватт, что на порядок превысило уровень лета 2021. Беснующийся Дмитрий Медведев пообещал рост до 3000. В Сибири стали снимать ролики про замерзающую без российского газа Европу. Но после очень короткого взлета стоимость природного газа уже в августе 2022 начала быстро снижаться. Не поддержал ее даже отопительный сезон. 3 января 2023 года газ в Роттердаме стоил 72 евро за мегаватт, в 1,5 раза меньше, чем в начале 2022 года. Помогла, конечно, и мягкая зима, но она ничего не решила бы, если бы не был быстро преодолен острый дефицит газа. Европейцы уже зимой запустили новые терминалы по приему сжиженного природного газа. До этого Германия не имела ни одного. Первый построила в декабре 2022, а сейчас имеет уже 4, если не ошибаюсь. Были выделены огромные деньги на закупку сжиженного природного газа. Резко выросли поставки из Норвегии, США и некоторых других стран. Были закрыты слишком энергоемкие и ресурсоемкие старые производства, что позволило сократить потребление. Были также временно запущены некоторые старые угольные электростанции, а в Эстонии сланцевые. Кроме того, в Эстонии часть котельных перешли с газа на сланцевое масло, собственное котельное топливо, которого в стране в избытке, и оно стало заметно выгоднее природного газа, хоть и не очень экологичным. Наконец, газовый удар пришелся уже на то время, когда в Европе обрела мощь альтернативная энергетика. В 2021 году на солнечные и ветроэлектростанции пришлось 19% всей произведенной в Евросоюзе электроэнергии, а в 2023 – 26%. Одна только ветроэнергетика уже обошла по значению газовую генерацию. Неудивительно, что цены на газ в Европе на данный момент самые низкие с начала 2021 года. На графике это хорошо видно. И у нас тоже в этом немало помогло развитие альтернативной энергетики. Правда, сначала чуть ли не провальная. После взлета ветроэнергетики первой половины 2010-х и достижения доли примерно 5% от общей выработки электроэнергии, в Эстонии несколько лет практически не строилось новых мощностей. Основными причинами стали чрезмерная зарегулированность рынка и противостояние военных, старым радарам которых особенно крупные вышки ветрогенераторов создавали помехи. Кроме того, обилие дешевой российской электроэнергии не стимулировало развитие более дорогих альтернатив. Даже разразившийся энергетический кризис в Европе принципиально не изменил положение. А вот война в Украине и отказ от импорта российской электроэнергии мгновенно вынудили найти 50 миллионов евро на новый радар и дать добро давно дожидавшимся своего часа проектам. В стране за пару лет запустили ряд небольших ветроэлектростанций и комбинированных солнечными электростанциями ветростанций мощностью в несколько десятков мегаватт. Предприятия, учреждения и даже многоквартирные дома стали превращать свои крыши в солнечные электростанции, которые в период с марта по ноябрь покрывают значительную часть их потребностей в энергии, обычно 20-30%. В условиях, когда на пике энергетического кризиса среднемесячная цена киловатт-часа на бирже превышала 30 центов, такое решение становилось весьма выгодным. Хорошим наглядным примером может служить солнечная электростанция на крыше Сакусского пивзавода под Таллином, крупнейшей среди подобных объектов в Эстонии. Она была сооружена энергетической компанией Alexela, которая в период действия договора, то есть на протяжении 20 лет, будет нести все риски, связанные с рынком электроэнергии, и продавать пивзаводу электроэнергию по цене ниже рыночной. По окончании договора собственником парка солнечных панелей станет Сакусский пивоваренный завод. В ясную летнюю погоду парк солнечных панелей завода производит 9 мегаватт электричества в день. Предполагаемая экономия составит 17 тысяч евро в год.
Экономия на повседневных расходах на электричество и сетевые услуги составляет порядка 17% от общих расходов. Но особенный бум пережил сектор частных микропроизводителей солнечной электроэнергии. Со второй половины 2021 уже тысячи семей установили на крышах своих домов фотопанели, не говоря уже про балконы там и прочее. В результате, как это ни парадоксально прозвучит, мощности солнечной энергетики в Эстонии в 2022 году сравнялись с ветряной по примерно полмегаватта. Несмотря на постоянный дефицит собственной электроэнергии, который стал особенно ощущаться после закрытия в Литве Игналинской АЭС, до последнего времени солнечная и ветроэнергетика в Латвии развивались медленно. Более активно обсуждался вопрос возможного завершения строительства заброшенной еще в советское время гидроэлектростанции в Даугавпилсе проектной мощностью 300 мегаватт, нежели о ветроэлектростанциях или солнечных электростанциях. Поэтому в прошлом году ветряки дали всего 2,5% общей выработки электроэнергии в стране. Самый низкий показатель среди стран Балтии. Только в 2020, когда неожиданно выяснилось, что альтернативная энергетика стала рентабельной и больше не нуждается в государственных дотациях, отношение к ней в Риге начало меняться. Последние пару лет, как и Эстония, Латвия переживает подлинный бум солнечной энергетики. По состоянию на август 2023 одних только частных домохозяйств с солнечными панелями насчитывалось свыше 15 тысяч. Еще 1 тысяча различных юридических лиц. Появилось несколько промышленных солнечных электростанций. Как и у соседей, основную долю электроэнергии частные производители потребляют сами. Отдают в общую сеть только излишки. В первом полугодии 2023 вкупе с отдачей промышленных солнечных электростанций этих излишков набралось на 59 миллионов киловатт-часов. В 5,5 раза больше, чем аналогичный период 2022. Причем 21 миллион пришлось на июнь, что сделало солнечную энергетику впервые в истории крупнейшим поставщиком. Литва из всех 3 стран Балтии наиболее активно развивала альтернативную энергетику. Еще в 2019 году мощности ветроэлектростанций превысили 540 мегаватт. В 2022 достигли уже 800 мегаватт. А солнечные электростанции, совершив такой же взлет, как и у соседей, почти 570 мегаватт. Вместе они произвели свыше трети электроэнергии в стране. Значение ветроэлектростанций, особенно солнечных электростанций, на энергорынок стран Балтии уже достаточно высоко, чтобы значительно влиять на стоимость электроэнергии. В солнечную и ветреную погоду цены на бирже ощутимо падают, а в выходные дни, когда потребление снижено, бывают и вовсе отрицательными. Пример вы сейчас видите на экране.